Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я связала себе сумку из шнура, использовала готовое донышко и ручки из эко-кожи. Узор очень простой, вяжется на одном дыхании, всего лишь 2 петли, и узор я вязала по спирали, поэтому нет начала и конца ряда и нет никаких подъемных петель. Сумка получилась довольно объемная, высота 26 сантиметров, а ширина 29 сантиметров. В нее легко помещается большой кошелек и моя проектная тетрадь, и остается достаточно много места. И для надежности я добавила магнитные кнопки. Вязать сумку я буду из шнура карамель Dolce Baby 2 мм. В моточке 140 грамм, 240 метров. Цвет у меня черника. Также я взяла готовое донышко. Размер 21 на 12 сантиметров. И здесь у меня 44 отверстия. Также я взяла готовые ручки из эко-кожи пришивные. Длина ручки 70 сантиметров. Также мне понадобятся магнитные кнопки и крючок 4 миллиметра. Для начала работы нам необходимо обвязать донышко. Выбирайте самостоятельно схему обвязки. Я предлагаю обвязать так. Те отверстия, которые не отмечены у меня маркером, я провяжу по 2 столбика. Я взяла вот такой маркер, который очень легко смывается спиртовым раствором, и сделала отметки. По прямой части я отметила центральные отверстия, куда я провяжу по 1 столбику. А на закруглении я 5 раз провяжу по 3 столбика. То есть я буду обвязывать донышко таким образом. 2, 2, 2, 2 столбика. Посерединке провяжу 1 столбик. 2, 2, 2, 2. На закругление 3 столбика. 2, 2, 3 столбика. 2, 2, 3 столбика. 2, 2, 3 столбика. 2, 2 и 3 столбика. С другой стороны, в зеркальном отображении обвязываем точно так же. Но если вы хотите после обвязки донышка закрыть вот эти отверстия, то нам необходимо оставить хвостик. Обычно для обвязки необходимо оставить 3 длины периметра донышка. Вот так измеряем периметр донышка и берем нить в 3 раза длиннее. И обязательно оставьте кончик нити, чтобы удобно было его спрятать. Я донышко начну обвязывать вот отсюда. В это отверстие нам нужно провязать 2 столбика, но для начала я провяжу 1 столбик, второй провяжу, когда буду заканчивать обвязку. Я беру крючок номер 4, но если ваш крючок не помещается в отверстие, то можете взять крючок немного потоньше. Продеваю крючок в отверстие, подхватываю рабочую нить и провязываю первую воздушную петлю. В следующее отверстие нужно провязать 3 столбика. Проверяйте, что вы провязываете именно рабочей нитью, а не хвостиком. Провязываем первый столбик. Сюда же провязываем второй. Обратите внимание, как я подхватываю нить, чтобы нить ложилась ровно. Второй столбик. И провязываем третий столбик в это же отверстие. Вот так нить подхватываем. И обязательно проверяйте, чтобы у вас все петли ложились ровно. В следующее отверстие нужно провязать 2 столбика. В следующее 2 столбика. В следующее 3 столбика. Далее 2 столбика. 2 столбика. И в вершину 3 столбика. Далее 2 столбика. 2 столбика. 3 столбика. 2 столбика. 2 столбика
и 3 столбика. По прямой части везде провязываем по 2 столбика, кроме вот этого центрального столбика. В центральное отверстие провязываем 1 столбик. И далее до закругления провязываем по 2 столбика. Половина донышка я обвязала. Петли расправляем. Противоположную сторону обвязываем точно так же в зеркальном отображении. В последнее отверстие провязала я 2 столбика. Мне осталось провязать еще 1 столбик в первое отверстие, куда мы провязали только 1 столбик. Я подхватываю рабочую нить, но завершаю столбик не рабочей нитью, а хвостиком. Вытягиваю полностью хвостик. Вот так у вас получается. И теперь соединяем начало и конец ряда. Для этого находим первую горизонтальную петлю и вводим крючок с изнаночной стороны. Подхватываем хвостик, выводим его на изнаночную сторону. Находим последнюю петлю. И в эту петлю и под перемычку вставляем крючок. И хвостик уводим в эту петлю и под перемычку. Вот так мы соединили начало и конец ряда. Ниточки подтягиваем и далее приступаем к вязанию первого ряда. Но перед вязанием стенок сумки я предлагаю сделать обвязку по отверстиям. Берем хвостик и вытягиваем воздушную петлю в первое отверстие. И начинаем провязывать соединительные столбики. Старайтесь, чтобы петли были одинаковой длины. Провязываю последний соединительный столбик. И теперь мне нужно сделать вот так имитацию петли. Для этого я хвостик вытягиваю из петли, вставляю крючок в первый соединительный столбик, вытягиваю рабочую нить. И теперь мне нужно ее вернуть туда, откуда я ее вытянула. То есть мне нужно ввести крючок в петлю и в отверстие. С изнаночной стороны ввожу крючок в отверстие и в петлю насквозь, вот так. И вывожу хвостик нити. И теперь хвостик нити мне нужно завести вот за эту одиночную петлю. Вот так. Можем хвостик увести под петли. И когда будем вязать первый ряд узора, мы вяжем хвостик в узор. Вот такое донышко у нас получилось. Очень красивое и аккуратное. Если у вас точно такое же донышко, как и у меня, и вы его обвязали по моей схеме, то у вас должно получиться 96 столбиков. Но если у вас другое донышко, и вы его по-другому обвязывали, то у вас получится другое количество столбиков, но оно должно быть кратно 2. Далее вяжем первый ряд. Провязывать я буду обычными столбиками без накида, но за заднюю стенку петли и за перемычку. Нахожу петлю, откуда у меня выходит рабочая нить, ввожу крючок за заднюю стенку петли и за перемычку.
и подхватываю рабочую нить. В следующую петлю ввожу крючок за заднюю стенку петли за перемычку и провязываю столбик без накида. В следующую петлю за заднюю стенку петли и за перемычку провязываю столбик без накида. Обратите внимание, как я подхватываю рабочую нить. Ввожу крючок за заднюю стенку петли и за перемычку. И нить подхватываю вот так. У меня нить находится выше крючка. И провязываю столбик без накида. Итак, в каждую петлю провязываем по одному столбику без накида. Дошла я до конца ряда, мне осталось провязать последний столбик. И теперь посмотрите, что у нас получилось. В первую петлю я вытянула воздушную петлю. Начиная со второй петли я стала вязать столбики без накида. Всего у меня провязано 95 столбиков. Если бы мы соединяли начало и конец ряда вот таким образом, то у нас вот эта первая воздушная петля заменяла бы нам еще один столбик без накида. Но так как я далее начинаю вязать по спирали, то первый столбик провязываю в эту воздушную петлю, которая в данном случае является шапочкой первого столбика. И у нас получается, что как бы один столбик пропадает, их остается 95. Это нечетное количество, что нам и нужно для вязания узора в шахматном порядке по спирали. Вяжем второй ряд. Первую петлю провязываем вот в эту воздушную петлю. Провязываем обычный столбик без накида. Во вторую петлю опускаемся на ряд ниже и в основание столбика предыдущего ряда провязываем удлиненный столбик без накида. В следующую петлю провязываем обычный столбик без накида. В следующую петлю опускаемся на ряд ниже в основание столбика, провязываем удлиненный столбик, вытягиваем столбик длиннее и провязываем его. И так вяжем в шахматном порядке. В одну петлю обычный столбик, в следующую петлю опускаемся на ряд ниже в основание столбика, провязываем удлиненный столбик. И так вяжем до конца ряда. Дошла я до конца второго ряда. Вот первый столбик, который мы провязали во втором ряду. Мне осталось провязать последний 95-й столбик, и по узору мне нужно его провязать обычным столбиком без накида. Переходим на вязание третьего ряда, и в первый столбик мы должны провязать столбик удлиненный по узору. И вот узор у нас сошелся. Если у вас узор не сошелся, значит во втором ряду вы сделали ошибку. И далее вяжем в шахматном порядке. Над удлиненным столбиком провязываем обычный столбик без накида, а над обычным столбиком опускаемся на ряд ниже, провязываем удлиненный столбик без накида. И так вяжем в шахматном порядке. Обычный столбик, удлиненный столбик. Обычный столбик, удлиненный столбик. И так вяжем до конца ряда. Закончила я третий ряд удлиненным столбиком. Четвертый ряд начинаем с обычного столбика. Узор у нас уже вырисовывается. Посмотрите, как красиво он выглядит. Нет стыка, нет никакого начала и конца ряда. Все ровно, аккуратно. Начало ряда выдает только вот этот хвостик, который я забыла спрятать в первом ряду. Но ничего страшного, я возьму тонкий крючок и просто по изнаночной стороне заправлю его по петлям. Далее вяжем узор в шахматном порядке на ту высоту сумки, которая вам необходима. Провязала я сумку необходимой мне длины. И длина моей сумки получается примерно 25 сантиметров. Мне осталось только обвязать край моего изделия, пришить ручки и при желании пришить кнопочки. Я остановилась в этом месте специально, потому что я решила, что в этом месте у меня будут ручки. Сложила сумку ровно пополам и вот так вот
приметила, где у меня будут ручки. И в этом месте я начну обвязку, для того, чтобы, когда будет переход у меня с узора на обвязку, вот это место было минимально заметным. И обвязывать буду обычными соединительными столбиками. Под каждую косичку я провязываю соединительный столбик. Вот таким образом. И старайтесь петли сильно не затягивать, чтобы край изделия у вас не стянулся. Итак, по всему периметру сумки провязываем соединительные столбики. Провязываю последний соединительный столбик. Я ниточку уже обрезала, вытягиваю ее, нахожу первый соединительный столбик, вот он, и под косичку ввожу крючок для незаметного соединения. Подхватываю нить. И теперь эту ниточку мне нужно вывести вот в эту петельку на изнаночную сторону. Вот таким образом я ввожу крючок в петлю, подхватываю ниточку и вывожу на изнаночную сторону. И вот посмотрите, что у нас получается незаметное соединение ряда. И эту ниточку теперь можем спрятать внутрь по полотну изделия. И осталось нам только пришить ручки и пришить кнопочки. Я уже пришила одну ручку вот такими стежками. И для того, чтобы ручки у вас получились на одинаковом расстоянии от края, складываем сумку пополам, находим крайние петли и от крайней петли отсчитываем в одну и в другую сторону одинаковое количество петель. У меня получилось по 11 петель, но у вас может получиться и другое количество петель. Пришила ручки, и с обратной стороны, с изнанки, я пришила вот такие кнопочки. Кнопочки могут быть серебристые, могут быть, как у меня, черные. Вот так они выглядят. И для пришивания ручек и кнопочек я беру вот эту нить, которой я вязала сумку. Отрезаем ниточку. И с этой стороны потихоньку вот так достаем ниточку. Вот. Смотрите, она хорошо распускается. И эту ниточку вставляем в иглу для сшивания трикотажных изделий. Но иглу я беру не толстую, у меня вот такая металлическая игла с большим ушком. Если вы возьмете толстую иглу, то при пришивании кнопочек у вас игла может не влезть вот в это ушко, в это отверстие кнопочки. Еще можем сумку дополнить какими-то аксессуарами. Можете сделать кисточку, можете пришить бирку. У меня есть вот такие бирочки. Здесь у меня сердечко в виде клубочка. Вот такие бирочки handmade. Или можно вообще взять такую белую бирку. Есть у меня вот такие черные бирочки. Ну, мне кажется, мне больше нравятся вот такие бирочки или с сердечком, или вот бирочка handmade. Сейчас я пришью вторую ручку и покажу вам, что у меня получилось. Вот такая сумка у меня получилась с кожаным донышком, с кожаными ручками. Ручки довольно длинные, очень удобно носить сумку на плече. Я пришила бирку, пришила кнопки. Кнопки очень плотно держатся. Сумка у меня довольно вместительная, в нее легко помещается моя проектная тетрадь и остается еще много места. И посмотрите, как сочетается сумка с моей любимой шляпой, которую я вязала из крученой рафии. К шляпе я добавила точно такую же ручку, которую пришивала к сумке. И дополнила образ вот таким уникальным платком ручной работы, который я получила в подарок от замечательного мастера, от художника Анны Кузьминых. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и я вас жду снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.